Всем огромный привет, с вами Оксана, и в этом видео я вам покажу очень интересную пяточку, которая называется балбриган. Я об этой пятке никогда даже и не слышала, мне написала подписчица, и я давай искать, что же это за пяточка. Я нашла, и знаете, была удивлена, как она вяжется, такое я еще не встречала. Этой пятки уже более 100 лет. Балбриган – это название города в Ирландии. Наверное, поэтому такое название – это ирландская пяточка. Пятка получается округлая. Я нашла два варианта, как ее вязать. И в этом видео я вам покажу оба варианта. Я вязала вот эти вот носочки методом Helix и применила эту пятку. Можно вязать носки любым узором с этой пяткой. Так, давайте ее рассмотрим повнимательнее. Первый вариант – это оригинальный именно вариант, который всегда применялся. Вот он вот так выглядит, пятка. Вот она округлая. И убавки идут вот дальше, продолжение пятки с двух сторон. Вот. А вторая пяточка, я думаю, уже так как здесь убавки было, ну как сказать, не очень удобно делать, то придумали вот так убавлять потом эту пяточку. Вот так она выглядит. Вот. Видите, вот здесь идут убавки. И вот такой вот вариант. Так, тут надо подтянуть мне. Все. И давайте приступим уже непосредственно к мастер-классу. Так, носки я вязала из пряжи Alize Wool. Вот такая вот пряжа. Это толстенькая шерстяная пряжа носочная. 100 грамм 200 метров. Ну, цвета тут я вязала из остатков, поэтому цвета сами смотрите, какие. Это носочная пряжа, потому что здесь есть в составе полиамид 25% и 75% шерсть. Спицы я использую 2,5 на леске. Внизу в первом комментарии я все данные укажу. Набрала 51 петлю, замкнула в круг, осталось 50 петель, связала резинку 1 на 1, 10 рядов. Далее связала вот методом Helix вот эту часть. У меня, как всегда, 8 полос. И смотрите, стенка пятки. Здесь я стенку пятки связала 18 рядов. Это у меня 6 сантиметров. Так, вот измеряйте вот так все. Вот 6 сантиметров. И как посчитать? Расчет такой: 25. Отнимаем одну центральную петлю, так как здесь нечетное число, будет 24. И 24 разделила на 4, будет 6. Теперь берем маркеры и отсчитываем с краю 6 петель. 2, 4, 6. И ставим маркер. Берем второй маркер. Со второй стороны отсчитываем 6 петель. Вот 6 петель, ставим маркер. И по центру отмечаем одну нашу центральную петлю. 2, 4, 6 петель. И вот он. Вот по центру у нас одна петля. Это. Так, вот она. Отметила. И здесь вот 2, 4, 6. Еще такой момент. От центральной вот этой петли и до бокового маркера вот здесь должно быть четное число петель, потому что мы будем с двух сторон вот так убавлять, и чтобы здесь прям не осталось ни одной петли. Если у вас не получается здесь четное число, можете вот отсюда взять одну петлю. Если здесь будет их меньше, там нечетное число, это не важно. А главное, чтобы вот здесь было четное число. И начинаем вязать. Забыла сказать, надо обязательно вспомогательную спицу, но не в самом начале, а уже в конце. Итак, начинаем. Первую снимаем, вяжем лицевыми петлями до маркера. Довязали до маркера, перекидываем маркер, и вот 2 петли
провязываем вместе, правая стенка за работой, 2 петли вместе с наклоном влево, провязали. Далее вяжем 2 петли. Вот у нас центральная петля, и вот эти 2 петли по краям от центральной надо провязать 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязали, подтянули, 1 лицевая центральная, 2 петли вместе с наклоном влево, правая стенка петли за работой, мы заходим и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, и вот потихонечку подтянули, чтобы все ровненько было. 2 лицевые, вот эти 2 петли надо провязать 2 петли вместе с наклоном вправо, мы разворачиваем, чтобы правая стенка петли была перед работой, развернули и провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Перекидываем маркер, переносим и довязываем ряд. Кромочная петля, изнаночная. Разворачиваем вязание. В обратную сторону провязываем все петли изнаночные. Я довязала ряд изнаночными петлями, кромочная тоже изнаночная. Разворачиваем вязание и снова повторяем, как мы уже и вязали. Первую петлю снимаем и вяжем до маркера лицевыми петлями. После маркера провязываем 2 петли вместе. И вот, смотрите, центральная петля, и вот эти 2 петли вместе провязываем вместе 2 петли вот эти с наклоном. Вот видите, наклон здесь слева, а здесь вправо. Лицевая, подтягиваем, чтобы все ровненько было, 2 петли вместе с наклоном влево. И сразу же, смотрите, здесь 4 петли у нас, 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот о чем я и говорила, почему здесь должно быть четное число. Видите, они вместе вот здесь сошлись. Все, и здесь нет лишней петли. Перекидываем маркер и провязываем лицевыми ряд. Кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание. В обратную сторону вяжем изнаночными петлями. Провязали, разворачиваем. Смотрите, у нас вот здесь уже идет вот такое вот скругление. Вот, видите, закругляется. И теперь что мы делаем? Снимаем и довязываем до центральной петли. Маркер убираем, провязываем, вот, 1, 2, и вот она центральная петля, мы ее провязываем, все, остановились. Вот этот маркер убираем, он нам будет мешать. И смотрите, что мы делаем. Это лицевая сторона, мы выворачиваем и смотрите, лицо с лицом складываем. Вот. Берем спицу, я говорила дополнительно, снимаем вот эту петлю, которая у нас одна центральная, вот она, да, она? Вот у нас центральная петля, сейчас нитку перенесем правильно, рабочую, вот. Вот она, у нас центральная петля. И вот эти петли. Теперь мы методом 3 спиц их просто соединяем. С одной стороны, смотрите, с одной стороны берем, со второй стороны берем и провязываем вот эти 2 петли вместе. И вот эту центральную петлю просто вот так перекидываем. Провязали снова с одной, со второй стороны, провязываем 2 вместе. И центральную петлю перекидываем с одной, со второй стороны
и перекидываем вторую сторону и перекидываем вторую сторону. Смотрите, не скрестите. Вот здесь, видите, петля разворачивается. И вот здесь вот петля разворачивается. На всякий случай покажу, чтобы вы не перекрестили их между собой. Провязали, перекинули с одной, со второй. И последняя. Одна, вторая. Провязали и перекинули. Все, пятка готова, девочки. Все легко и просто. Выворачиваем. Вот это у нас будет петля первая из ряда. Вот пяточка. Смотрите, маркер убираем. И вот такая вот скругленная, смотрите, она абсолютно кругленькая пятка получилась. Вот здесь, смотрите, как красиво смотрится. Вот такая вот интересная пяточка. Второй вариант провязывания. Количество петель то же самое и распределение то же самое. Но петли мы будем провязывать по-другому. Итак, снимаем первую петлю и вяжем лицевыми до первого маркера. Провязала. Перекидываю маркер. Здесь провязаны 2 петли вместе с наклоном влево. Далее не довязываем одну петлю вот до центральной. Вот у нас получается, да, центральная петля и по бокам. Вот эти 3 петли надо связать вместе, и вот это будет центральная петля останется. Как я провязываю 3 петли вместе? Я разворачиваю вот эти 2 петли, чтобы правая стенка петли была перед работой. Вот правая стенка перед работой. Вот раз, два. Я захожу вот таким вот образом вперед, да, разворачиваю и захватываю 3-ю петлю и провязываю 3 петли вместе, подтягиваю, и видите, вот она петля, это так и продолжается. Итак, не довязан до маркера 2 петли, вот, не довязала, и провязан 2 петли вместе с наклоном вправо, подтянули и довязываем ряд. Провязала. В обратную сторону вяжем изнаночными петлями. Снова все петельки просто изнаночные. Так, довязала. Этот ряд снова также вяжем, как мы уже и вязали. Первую снимаем, довязываем до маркера. После маркера провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Вот правая стенка заработаем. Просто так берем и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. 1 лицевая. И вот эти 3 петли вместе снова я разворачиваю 2 петли. Правая стенка перед работой. Захватываю впереди. Разворачиваем и 3-ю петлю захватываем. Захватили и провязываем 1 петлю и вот эти 2 петли. Провязала, перекидываем маркер и вяжем лицевыми петлями. Здесь изнаночная. Разворачиваем вязание. Первую снимаем. Провязываем изнаночными петлями. Так, все, провязали, да? У нас идет вот такое вот здесь скругление. Вот оно. Вот здесь у нас остаются 4 петли.
И что мы делаем дальше? Мы берем первую, снимаем и провязываем половину этих петель. Маркер убираем, не нужен. Так. Лицевая, лицевая. И смотрите, вот у нас 3 петли, да? Вот. Провязан 3 петли вместе. Вот, раз, два. Третью захватываем. И захватываем третью петлю и провязываем 3 петли вместе. Вот, провязали. Разворачиваем вот так петлю. Смотрите, вот, чтобы она была развернута. Вот так переодеваем. И снова провязываем 3 петли вместе. Одеваем вот эту петлю. Вот тут подснимаем. Разворачиваемся. Захватываем третью петлю. И провязываем снова 3 петли вместе. Провязали, этот маркер убираем. Смотрите. Снова, смотрите, одеваем петлю, разворачиваем ее, одеваем еще одну петлю и снова провязываем 3 петли вместе. Вот так разворачиваемся, третью захватываем и провязываем 3 петли вместе. Так, подтягиваем, снова разворачиваем петлю, одеваем и провязываем 3 петли вместе. Подтягиваем, снова разворачиваем, одеваем, развернули и третью захватили и провязали 3 вместе. И вот так мы закрываем, пока по краям у нас не закончатся все петли. Так, снова развернули и разворачиваем. И последнее. Все. И пяточка готова. Смотрите, как красиво она выходит, да? Маркер этот можно убрать. Все. И вот такой вариант. Кстати, вот этот второй вариант мне понравился больше. Да, видно вот эту полосочку, но такой декоративный элемент. Здесь этот декоративный элемент я сейчас продолжу, когда буду убавлять петли. Все, продолжаем дальше вязать носок. Так, дальше начинаем набирать петли вот здесь. Но набираем немножечко по другому методу. Здесь вот одна петля и набираем. Смотрите, вот одна петля между, смотрите, петлями. Вот здесь между косичкой вторая петля и в косичку третья петля. Набрали. Вот это пропускаем одну и снова. Раз. Потом между ними 2. И в косичку 3. Вот это пропускаем. Теперь раз. 2. 3. Пропускаем. Раз. 2. 3, пропускаем вот здесь, да? Теперь здесь раз, 2, 3, и вот здесь, чтобы не было дырочки, набираем еще одну петлю и считаем, вот сколько у нас получилось. Вот эту первую не считаем, а вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель мы вот здесь набрали, да? Все. Далее теперь мы провязываем верхнюю часть. Здесь, смотрите, продолжаю я потом розовым цветом. Вот. Снова вот здесь, да? Так, сейчас вытяну нить. Ой, леску. Здесь захватываем петлю вот от белой. Так, захватила эту нитку и смотрим, где тут начало
косички идет. Вот оно, по-моему, вот. И также начинаем набирать. Вот раз, между ними 2, 3, да. Снова пропускаем одну. Раз, 2, 3. Пропускаем одну. Раз, 2, 3. Пропускаем. Раз, 2, 3. Так, это что будет? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И здесь. Так, 14. Вот. 14. Между ними 15 и 16. Все, набрала. И дальше провязываем. Прямо. А в следующем ряду мы будем уже убавлять петли, вот эти, которые лишние. У нас получается сейчас на подошве, да, 16, 16, 32, 33 петли. А нам надо 25 петель. Это значит 8 петель у нас лишних, и мы будем их сокращать посередине, провязывая просто по 3 петли вместе. Сейчас я вам один раз покажу, а дальше можете продолжить. Можно вязать не только узором хеликс, конечно, эти носки, а любым другим узором. И клин подъема будет просто переноситься на подошву. Если вы не любите его вывязывать, клин подъема, я знаю, многие не любят, то это отличный метод, что он переходит на подошву. Так, ладно, я здесь пока при вас не буду, да, вот это перекидывать петли, уже довязывать буду. Сейчас покажу, как буду убавлять, также продолжать по 3 петли вместе, пока на подошве не станет 25 петель. Вот один раз покажу и все. Так, довязываем, не довязываем, вернее, одну петлю до 3 петель вместе. Если вы боитесь ее потерять, можно ее отметить, но ее будет видно, так как идет вот эта центральная косичка. Вот идет центральная коса, да, вот она. И вот здесь вот так берем и провязываем 3 петли вместе. Вот раз, и одеваем. Так, вот здесь снова расслоилась ниточка, смотрим, чтобы не расслоилась. Так, там у меня кошки веселятся. И провязываем 3 петли вместе. Вот, провязали 3 вместе. И дальше продолжаем вязать. Такие убавки мы делаем через один ряд, через один ряд. Вот, в следующий раз розовым вы провяжете. А когда будете вязать белой нитью, будете убавлять, пока на подошве не станет 25 петель. На стопе, вернее. Вот так продолжаете убавлять вот эту косичку, по 3 петли вместе вязать. Следующую розовой провязываете, когда белой вяжете 3 петли вместе, пока вот здесь не будет 25 петель. И все, и довязывайте носки по методу, который у меня был уже. И закрывайте носок. Напишите, понравилась ли вам такая пятка. И до новых встреч на моем канале.